Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтскрим. Сегодня разработчики опубликовали видео с настольной игрой, о которой говорилось еще в прошлую пятницу. Она у вас будет показана на экране, и сейчас я вам расскажу основные пункты, которые вы должны знать заранее. Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Итак, начнем с самого первого. В данной игре мы используем кубики или же игральные кости, которые позволяют нам перемещаться от 1 до 6 плиток, в зависимости от числа, которое вы получили кубиком. Где мы можем получить игральные кости? Во-первых, эта дополнительная валюта будет даваться за закрытие шелтера, то есть мы получаем героя, дополнительно, скорее всего, нам будут давать игральные кости. Помимо этого, ежедневно на почту нам будут присылать какое-то количество вместе с молотками. И можно покупать еще за гемы и в донатных паках. Всякий раз, когда вы попадаете на плитку ресурса, вы получаете ресурс, который указан на данной плитке. Нарисован, вот у вас на видео это видно. И плитка повышает свой уровень, давая вам больше наград при следующем посещении. То есть каждая плитка будет повышать свой уровень. Чем дольше вы будете бродить по данной игре, тем больше ресурсов вы будете, соответственно, получать. Что на данный момент известно по улучшениям? Во-первых, плитка с душой монстра, к примеру. С 1 до 2 уровня она приносит награды от 500 до 1000. Скорее всего, начиная с 3 уровня она будет давать 1500. То есть шаг у нас в 500. Следующая плитка с 4-звездочными осколками героя. С 1 уровня до 2 она приносит от 10 до 20 осколков. Начиная с 3 уровня, скорее всего, будет даваться полный 4-звездочный герой. Это 30 осколков. И самая последняя, это плитка с грибом, в котором мы получаем звезды, которые используются только на данном событии. То есть это эксклюзивная валюта. И начиная с 1 до 3 уровня она приносит от 3 до 4 звезд. То есть здесь за 3 уровня вы повышаете добычу звезд только на 1. И все улучшаемые плитки, они развиваются до 3 уровней. То есть 3 уровня это максимум. Что касается плитки с грибными домами, в которых мы получаем звезды, они вам даются тогда, когда вы проходите данную плитку или же останавливаетесь на ней. То есть в любом случае, что бы вы ни сделали, вы получите звезду. Это очень хорошо. Помимо этого, в этой игре будут присутствовать два вида игральных костей. Первые обычные и вторые удачливые. Удачливые кости позволяют вам выбрать желаемое число на следующий ход. То есть для чего это нужно? Вы смотрите, к примеру, на свое поле. Если вам нужно четко получить какую-то плитку, вы используете удачливую игральную кость и становитесь на эту плитку, которую вы хотите. Также на доске есть 4 специальных здания, которые применяют свои эффекты, когда вы попадаете на плитку с одним из них. Первое здание дает вам бесплатные кости, за счет которых вы двигаетесь по данной игре. В следующем здании вы сможете получить карту Таро, которая вам подарит положительный или отрицательный эффект на следующий ход. Помимо карт, есть еще дополнительное здание, которое изменит эффекты вашего следующего хода. Если вам выпадает на кубике нечетное число, то вы двигаетесь назад, не получая наград. Если же на кубике выпадает четное число, то вы двигаетесь вперед, как и обычно. И в самом последнем здании вы можете получить счастливую игральную кость. Итак, друзья, что касается карт Таро. Их всего 9 разновидностей. Когда вы попадаете на такую плитку, вам предлагается выбор, насколько я понимаю, из 3 штучек. То есть вы сами выбираете какую-то из 3 карт, но они все скрыты. Соответственно, это рандом. Итак, давайте пройдемся по эффектам от каждой карты. Первая карта увеличивает уровень одной из ваших грибных хижин на 1. Не действует, если все ваши хижины грибные уже 3 уровня, то есть максимального. Вторая карта, наоборот, может снизить одну из ваших грибных хижин на 1. То есть ваши грибные хижины, они не всегда будут максимального уровня. Если вы постоянно двигаетесь по данной игре, то вы за счет рандома можете снижать их уровень, соответственно, получать меньше наград. Третья карта заставляет вас двигаться назад при следующем броске. Четвертая карта приводит к тому, что вы теряете прирост ресурсов для следующего броска, если вы попадаете на плитку с ресурсами. Пятая карта дарует вам двойную звезду в следующий раз, когда вы остановитесь или пройдете мимо грибной хижины.
То есть максимальное количество звезд это у нас 4. И с данным эффектом мы можем получить, по идее, максимум в 5 штучек. Шестая карта делает так, что ваш следующий бросок будет в 2 раза дольше. То есть, к примеру, если вы выбиваете на кубике 6, то ваш ход будет в 12 плиток. Седьмая карта заставляет вас вернуться к стартовой плитке. Восьмая карта предоставляет вам бесплатный сундук с ресурсами. Какое количество ресурсов в этом сундуке неизвестно. И девятая карта заставляет вас бросить 2 кубика по цене одного для следующего броска. Вот такая вот игра у нас, друзья, получается. Это вся информация, которая на данный момент известна. Я очень надеюсь, что мы сможем кидать эти кубики огромное количество раз, получать ресурсы, все люди получат фан, это самое главное, потому что такое событие впервые в нашей игре, и надеюсь, не последний раз они его используют и ставят на сервера. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, если было полезно, пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео. Charge!